План и завершение войны в ближайшие 3 месяца. Зеленский едет к Орбану, а Лукашенко заговорил о дружбе народов и гуманизме. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Заморозка, демилитаризованная зона и Украина без НАТО до 2045 года. Каким будет конечный вариант плана Трампа? Суд над узбекистанцами, которые воюют против украинцев, и невероятное сотрудничество Путина с президентом Казахстана. Детали громких дел. Политический шторм в Германии. Шольц произнес самую грубую речь в немецкой политике за последние полвека. Развал правящей коалиции. Что дальше? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия совершила массированную атаку на Киев. На украинскую столицу были направлены десятки дронов. В городской военной администрации уточняют, что воздушная тревога звучала на протяжении 8 часов. Ударные дроны «Шахед» летели на город на разных высотах. Как максимально низко, буквально над уровнем многоэтажек, так и на значительных высотах. В Киеве заявили, что в области и непосредственно над городом были сбиты около 30 дронов. Обломки БПЛА упали в 6 районах столицы. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. По состоянию на сейчас известно о 2 пострадавших, угрозы их жизни нет. Киев отказывается от вступления в НАТО как минимум на 20 лет, а США при этом продолжают снабжать Украину оружием, чтобы предотвратить новое вторжение РФ. Это одна из идей для плана Трампа по завершению войны, которую предлагают советники республиканца. Wall Street Journal пишет, что сам Трамп не имеет конкретного мирного плана и еще не знает, как убедить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров. Но варианты ему активно подкидывают советники, и уже после консультаций с ними Трамп сделает выбор и будет решать самостоятельно, что же делать. По данным авторов издания, отказ Украины от НАТО на 20 лет не единственное предложение советников. Они единодушно рекомендуют приостановить войну, закрепив захват России примерно 20% территории Украины. Согласно этому плану, линия фронта по сути останется на месте, и обе стороны согласятся на 1300-километровую демилитаризированную зону. Кто будет обеспечивать охрану правопорядка на этой территории, остается неясным, но один из советников сказал, что в миротворческих силах не будут задействованы американские войска и не будет задействована международная организация, финансируемая США, такая как Организация Объединенных Наций. В Украине уже неоднократно говорили, что не согласны на заморозку войны по линии фронта и на отказ от территории. В РФ отреагировали на публикацию Wall Street Journal так. Там же все обезличено, да? Это похоже на план Wall Street Journal в Украине, скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер. О появлении очередного плана по завершению войны в западной прессе мы поговорили с политологом и военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Данную публикацию можно считать как элемент так называемых активных операций американской стороны в моменте формирования информационной и политической повестки дня. То есть элемент политического информационного давления на руководство Украины. Смотрите, мы рассматриваем возможность ваших территориальных уступок и, соответственно, уже забегая наперед, даем понять, что даже приглашение в НАТО, не то что расширение НАТО за счет Украины, данный сценарий не рассматривается априори. Поэтому говорить о том, что озвучен именно реальный план команды Трампа, я бы, скажем так, не стал делать подобные поспешные заявления. И давайте вспомним продолжение той же цитаты Трампа. Если, соответственно, Российская Федерация и Украина не согласятся на данные условия, то есть заморозка конфликта, фактически, скажем так, демаркационная линия протяженностью 1300 километров, буферные зоны, то, соответственно, Соединенные Штаты передадут Украине такое количество вооружения, что Российская Федерация вынуждена будет пойти на подписание мирных соглашений.
Поэтому исключать возможности и второго варианта я бы не стал. Отмечу, что Зеленский уже заявил об отличных переговорах с Трампом. Пообщался с республиканцем-победителем и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что у него с Трампом большие планы на будущее. Интересно, но после этих сообщений стало известно о визите Зеленского в Венгрию, и там он уже встретился с Орбаном. В стране в эти дни проходит саммит Европейского политического сообщества. А как вы считаете, сможет ли Трамп каким-то образом остановить войну России против Украины до своей инаугурации, которая состоится 20 января? Напомню, что это было предвыборное обещание самого Трампа. Поделитесь своим мнением в комментариях. В Германии произошел развал правящей коалиции. Произошло это после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии, которая входит в тройку участников коалиции. После этого события свободные демократы отозвали из правительства всех своих министров. Западная пресса пишет о гневном тоне Шольца, его дерзости. Бильд уточняет, речь канцлера о Линднере стала самой грубой в немецкой политике за последние полвека. Слишком много раз министр финансов Линднер безосновательно блокировал законы. Слишком много раз он действовал в интересах своей клиентуры и партии. Слишком много раз он подрывал мое доверие. Даже согласованный бюджет был отозван им после долгих переговоров и достижения договоренности. Нет основы для доверия, для дальнейшего сотрудничества. В таких условиях невозможно серьезное правительство. На 15 января Шольц планирует поставить перед парламентом вопрос о доверии правительству. BBC пишет, что вотум недоверия и досрочные выборы в Германии, однако, могут случиться даже раньше, чем рассчитывает Шольц. Сам же канцлер может лишиться работы, если оппозиция сможет создать в парламенте большинство и найти ему другую замену. Deutsche Welle уточняет, что партнеров по коалиции давно разделяли глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они даже не смогли согласовать бюджет Германии на 2025 год. В Казахстане и России анонсировали встречу Касым-Жомарт Токаева и Путина, на которой будут подписаны десятки документов. В Астане подозреваемого Международным уголовным судом ожидают с визитом уже в конце этого месяца, 27 ноября. В МИД Казахстана говорят, что сейчас отношения двух стран развиваются по всем направлениям благодаря, далее цитата, традиционным регулярным контактам государств. В Москве же уверяют, что отношения РФ и Казахстана сейчас на подъеме, и во время встречи будут подписаны десятки неких документов о взаимном партнерстве. В Узбекистане как минимум 6 мужчин были отправлены за решетку за участие или даже попытку воевать на стороне России против Украины. Такую статистику по приговорам публикует медиазона «Центральная Азия». Авторы материала уточняют, что приговоры за наемничество и службу в иностранных армиях получили узбекистанцы в возрасте от 23 до 56 лет. Во время судебных заседаний все участники войны против Украины озвучили причины, по которым решили взять в руки оружие. Один из осужденных признался, что хотел получить российское гражданство после того, как вернется с фронта. Второй собирался заработать денег и улучшить свои жилищные условия. Для других воевать против ВСУ – это шанс выйти на свободу. Ведь большая часть узбекистанцев была завербована в российских тюрьмах частной военной компании «Вагнера». Напомню, что в Ташкенте неоднократно призывали своих граждан не вступать в иностранные армии. Такие призывы стали причиной настоящей истерики депутата Госдумы РФ Сергея Миронова. Буквально в конце октября он даже призвал ввести для узбекистанцев визовый режим, если они не хотят воевать за РФ, но при этом хотят жить в России. Лукашенко решил поздравить белорусов с Днем Октябрьской революции и заявил, что Минск сохраняет неприходящие ориентиры советской эпохи. В частности, самопровозглашенный акцентирует внимание на идеалах социального равенства, гуманизма и, внимание, на ценностях мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа.
Напомню о так называемом гуманизме режима Лукашенко. В белорусских колониях находится минимум 1300 политзаключенных. Порой их содержат в нечеловеческих условиях. По данным ООН, в Беларуси фиксируется ухудшение ситуации с правами человека. Также ООН обеспокоена гибелью людей в результате применения насилия, пытками и бесчеловечным отношением к заключенным. Кроме того, Организация Объединенных Наций подозревает Лукашенко и его подчиненных в преступлениях против человечности. Что касается же дружбы народов, о которой упоминает в своей поздравительной речи Лукашенко, напомню, благодаря действиям самопровозглашенного российские войска имели возможность вторгнуться в Украину с территории Беларуси. В Черниговской, Киевской и Житомирской областях, которые граничат с республикой, российскими оккупантами было убито несколько тысяч украинцев. Этот матч не покажет белорусское телевидение, а гостевой сектор будет пустой. «Динамо Минск» играет с «Легией Варшава» на стадионе одного из главных футбольных клубов Польши. Этот поединок третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА обещает быть интересным, но не с точки зрения игры. Букмекеры сюрпризов не ждут, ставя на однозначную победу польского клуба. Сюрпризов ждут не на поле, а на трибунах. За день до матча было продано 22,5 тысячи билетов. Столько зрителей на стадионе Минская «Динамо» не видела уже более 5 лет. Хотелось бы, чтобы пришло на матч очень много белорусов, и очень много белорусов показали, что нас действительно много, что мы классные, обещают прям огненный огонь. Буквально на днях «Легия» оказалась в центре внимания как раз-таки благодаря своим страстным фанатам. Гудел и горел почти весь стадион. Жгли, разумеется, пиротехнику. Матч против заклятых врагов, как-никак Лодского Видзева. А вот насколько ярко поляки отнесутся к белорусской команде, да еще и с таким бэкграундом, пока не ясно. Ясно одно – будет очень интересно. Хороший интерес вызывает матч. На трибунах будут зрители, те, которые придут посмотреть хороший футбол. Поэтому наша задача основная и нашей команды, и Легии показать хороший зрелищный футбол, чтобы зрители остались довольны. Польские фанаты давно славятся своими масштабными и смелыми перформансами, а в Варшаве проживает много белорусов, в том числе тех, кто вынужден был уехать из-за репрессий режима Лукашенко. А режим Лукашенко, в свою очередь, поддерживает «Динамо». Клуб исторически связан с МВД Беларуси и находится под контролем спортивного общества, которое традиционно возглавляют силовики. Их цель – решение государственно значимых задач, определяемых их же президентом. Нужен результат. Вы должны встряхнуть весь футбол. Вот на что я рассчитываю. Потому что если вы будете играть плохо, считайте, что каждый день вы будете у меня на контроле. На вопрос Нехта о том, давал ли глава государства какие-либо напутственные слова перед матчем в Польше, тренер минской команды Вадим Скрипченко напрямую не ответил. Давал ли глава государства сейчас какую-то задачу на этот турнир, на эту игру? Еще раз говорю, благодарен команде, благодарен руководству клуба за то, что создали нам определенные условия для того, чтобы мы участвовали в этом турнире. А о том, влияет ли происходящее в стране на уровень белорусского футбола в целом, и «Динамо» в частности, предусмотрительно предпочел умолчать. И без того уже за контакт с террористической организацией, а таковой нас признали в Беларуси, оправдываться придется. Мне без комментариев. Я считаю, что это вопрос не по матчу. По матчу, пожалуйста, вопрос. Впрочем, белорусскую команду на загнивающем, по мнению самопровозглашенного президента, Западе вполне жалуют. Да так, что грех жаловаться. Опять это вопрос по матчу. Насколько вы себя в порядке чувствуете? Прекрасная гостиница «Шератон», прекрасное питание, никаких проблем нету. Сегодня было теоретическое занятие, нам предоставили конференц-зал прекрасный. Попросили флипчарт, попросили маркеры. Все нам предоставили, никаких вопросов не возникало. Мы в целом довольны тем, как нам отнеслись, встретили, поэтому никаких вопросов. В общем, в Польше все есть, все в порядке. И это ведь еще совсем недавно по телевизору передавали, что у поляков даже соли нет. Пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии, у них нет соли. Великий Запад, богатый Запад, соли нет. Слава Богу, что у нас диктатура. И не было бы диктатуры, вот так ходили бы голодьбой. А еще по телевизору показывают успехи минского «Динамо». В чемпионате Беларуси они на первом месте.
Правда, в Лиге конференций на 30-м. Это турнир для тех, кто борется за место в Лиге Европы. Вот только европейского уровня жизни в Беларуси добиться ни ударами по мячу, ни взмахами дубинок над мирными гражданами пока что-то все никак не получается. Белорусское телевидение, напомним, этот матч с прямого эфира сняло, чтобы за бело-красно-белые флаги и кричалки «Живе Беларусь» в кадре кого-то из их руководителей потом случайно не сняли. Или куда чего хуже, не посадили. Пока же и так сидится-то на теплом месте. Этот матч также обещает быть ярким и насыщенным. Чем он закончится и как пройдет, конечно же, расскажем в эфире «Нехта». Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.